В этом видео будет 30 ответов на вопросы о жизни в Грузии из тех, что мне присылали в WhatsApp в течение последнего месяца. Возможно, они повторялись в той или иной форме, но так или иначе эти вопросы волнуют многих людей, в том числе, возможно, и вас, уважаемый зритель. Такие видео, пожалуй, стоит делать почаще, но сам процесс создания весьма трудоемкий, поэтому они выходят не очень часто. Ролик будет полезен и интересен тем, кто планирует или живет уже не только в Батуми, но и в Тбилиси и в других городах Грузии. Я разделил эти вопросы на несколько основных групп. Это общие вопросы по иммиграции и пребыванию. Отдельный блок будет посвящен устройству жилища, ремонтам, строительным материалам и специфике климата. Это пригодится при обустройстве купленной или арендованной квартиры. Вопросам жилища я уделяю очень много времени, так как именно исходя из комфортных условий проживания и формируется наше мнение об окружающем мире. Будут вопросы по недвижимости, потому что у меня на канале достаточно много видеообзоров, новостроек, описание того, как проходят сделки в Грузии и многое другое, касающееся покупки и аренды. В очередной раз повторю, что я не продаю недвижимость, кроме своей собственной, и никаких услуг не оказываю. Говорю это, чтобы не вызывать недопонимания со стороны тех, для кого это видео на моем канале стало первым. Четвертый блок будет касаться вопросов транспортировки и доставки всяких полезных и нужных вещей в Грузию, растаможки и многого другого. Пятый блок вопросов ответит на налоговую составляющую жизни в Грузии. По этой теме на канале также есть несколько более подробных видео с экспертами в том числе. А здесь же я отвечу на конкретные вопросы, отправленные мне в WhatsApp в последнее время. И, наконец, шестой блок, его я оставил напоследок, он будет касаться моего отношения ко всему происходящему и тому, как я получаю и передаю информацию. С точки зрения информативности он будет не сильно богатым, поэтому я поместил его в конец, но, возможно, немного уменьшит количество запросов, которые остаются без ответа. Я объясню свое личное отношение к некоторым вопросам и почему иногда эти запросы как раз и остаются неотвеченными. В связи с последними событиями в Турции я говорю о страшном землетрясении, которое унесло много жизней людей. Те, кто приезжает в Грузию, стало чаще интересовать, как дело с этим обстоит в Грузии. В целом Грузия, в отличие от Турции, находится в зоне умеренной сейсмической активности. Толчки бывают на всей ее территории, но более сейсмически активна северо-восточная ее часть, где грунты более скалистые. В последние 30 лет из наиболее сильных землетрясений можно отметить Тбилисское в начале 90-х годов. Батуми находится на берегу моря, здесь грунты более болотистые, и, как правило, толчки здесь – это отзвуки эпицентров из Турции. Турецкие же эпицентры, они находятся ближе к турецкой границе с Сирией. И также эпицентры, которые бывают ближе к Армении. Запас сейсмической прочности, по которой проектируются дома сейчас в Батуми, составляет в среднем 7 баллов. Мы говорили об этом с рядом инженеров и строителей. Также я чаще стал задавать этот вопрос в видеообзорах новостроек. При этом землетрясение амплитудой более 5 баллов никто не помнит. Многие люди вспоминают исторические землетрясения в регионе Черного моря, чуть ли не Великое Крымское землетрясение 30-х годов 20 века, и ужасаются. На самом деле все, что происходило в истории, там и должно оставаться. Дома раньше строились совершенно с другой сейсмической прочностью, и буквально 70 лет назад достаточно было магнитуды 4 балла, чтобы весь город превратился в руины. Технологии изменились, люди учитывают свои ошибки, и для примера в Турции магнитуда землетрясения, которое произошло в феврале и унесло множество жизней, была около 8 баллов. Подобных землетрясений в Грузии никогда никто не фиксировал. Если интересно лично мое мнение, страха умереть под руинами в Батуми я не испытываю. А вот от идеи рассмотреть Измир как еще одну точку для сезонной релокации, то есть приезжать туда, чтобы погостить на несколько месяцев зимой, мы отказались. Примерно так. Давайте тогда начнем, наверное, с самого интересного, это с почвы. Да. Какая она бывает вообще вот именно в Аджарском регионе и что с ней делают? Значит, у нас в нашем регионе, в Аджарском регионе, вот этот регион называется Кахаберская низменность. Конструкция рассчитывается в основном на 7, максимум 8 баллов, потому что в истории не зафиксировано более 5 баллов землетрясения, поскольку здесь у нас... В этом регионе никогда не было, да? Не зафиксировано в течение вот всей истории, насколько человечество помнит, например, Да. так сказать, если можно так сказать.
Вот здесь Больше 5 получается у баллов, нас даже 5 баллов почвы, у нас да, не наверное, было. такой типичный для Да, аграрии. вот галочная такая почва у нас. есть Ну, здесь- не здесь сейчас, а в нашем месте хорошая почва на этом уровне, на уровне 3-4 метров. Так. А может быть, вот через 20 метров вообще другая почва быть, вот болотистая, меняется. например, да. Я понял. И вот это получается почва, а в чем ее особенность? То есть вот эта галька, идущая в перемешку с землей. Смотрите, это галочная почва. Я начну с того, что у нас кахаберская низменность, называется Аджарский регион, Батуми, в частности, и прилегающие его территории. Такая галочная почва. То есть во время землетрясения, во время колебаний эта почва поглощает подземные толчки. То есть она как амортизатор выступает. Да, вот как амортизатор выступает. Про оформление ВНЖ в Грузии. Для получения ВНЖ в Грузии существует целый ряд оснований, например, это покупка недвижимости на сумму более 100 тысяч долларов или инвестиционный ВНЖ при наличии активов на сумму более 300 тысяч долларов. Второй тип ВНЖ от первого отличается тем, что дается на более длительный период. Варианты ВНЖ для индивидуальных предпринимателей и наемных работников также существуют. Нужен оборот по ИП от 50 тысяч лари, это примерно 18 тысяч долларов, либо трудовой договор с грузинским работодателем. В целом про ВНЖ более подробно можно прочитать закон о правовом положении иностранных граждан на сайте matsnagov.g. Там большая часть ключевых законов и кодексов Грузии представлена на русском, грузинском и английском языках. Это открытый информационный ресурс правительства Грузии, и не нужно стесняться им пользоваться. Ключевой момент ВНЖ Грузии заключается в том, что он не нужен для большинства граждан других стран, в частности, это касается для европейцев, он не нужен для жителей стран бывшего СССР и так далее. Смысл в том, что большинство держателей иностранных паспортов на территории Грузии беспрепятственно находятся 365 дней. Именно столько, а не 360 или 300 дней, как публикуют некоторые источники. Так написано в законе, и, повторюсь, не нужно стесняться его читать, он открыт и читабелен для всех. Так вот, находясь здесь без визы 365 дней, иностранец после этого должен пересечь границу хотя бы на час, и после этого сможет вернуться и снова пребывать 365 дней. Думаю, что обязательность такого пересечения вызвана тем, что государство все-таки не очень хотело бы, чтобы на его территории затерялись слишком большое количество иностранцев. Когда кто-то пересекает границу, сразу вскрывается информация о розысках, штрафах и прочих делах, которые могли появиться у человека в период годового пребывания на территории государства. Впрочем, штраф за несвоевременный выезд, он не такой большой и составляет от 65 до 130 долларов в зависимости от срока просроченного пребывания. Это при условии, что нет никаких документально зафиксированных уважительных причин, по которым иностранец не мог выехать вовремя из Грузии. Говоря про уважительные причины, стоит упомянуть болезнь, ожидание рассмотрения заявления на ВНЖ или что-то подобное с документальным подтверждением причин задержки. То есть, если доказать, что человек не мог выехать, то, в принципе, штраф не выписывают. Но по факту все, кто живет в Батуми, просто раз в год едут на день в ближайший турецкий город Хопу. Кто-то закупается продуктами, другие одеждой. Цены и ассортимент, они там отличаются от батумских. А если же человек живет в Тбилиси, то для обновления срока нужно чуть больше усилий. Это поездка длиной 1,5 часа в Армению. Там также можно пересечь границу и в тот же день вернуться обратно. Срок пребывания в этом случае опять же обновляется. Ну и третий способ бордер-рана – это просто улететь на самолете из Тбилиси, Батуми или Кутаиси в любом направлении за пределы Грузии. Популярные направления – это опять же Турция, Эмираты и Европа. Есть прямые рейсы в Беларусь и Израиль. Причем из Кутаиси есть очень хорошие недорогие рейсы, там за 50 евро в Италию можно улететь. По факту грузинский ВНЖ полезен тем, что с ним можно получать шенгенскую визу прямо в Грузии. Вот этим ВНЖ действительно хорош. С ним можно ехать на машине, купленной и зарегистрированной в Грузии, в Турцию. Потому что в противном случае, если нет ВНЖ, из Грузии грузины вас выпускают, а турки к себе не впускают. В Армению, кстати, можно даже без ВНЖ спокойно поехать на машине, которая зарегистрирована в Грузии. Наверное, вот вкратце и все про ВНЖ Грузии, что нужно знать. Вот очень тоже частый вопрос про отказы во въезде в Грузию. Отказы во въезде в Грузию были и есть всегда, и не только в Грузию, в любую другую страну. Тут каждому экспату нужно понимать свой глобальный риск. В любую страну мира человека могут не впустить без объяснения причин. Часто считают, что причина просто там в плохом настроении отдельно взятого таможенника. Спрашивают только, а зачем это нужно таможеннику? 2022 год для Грузии ознаменовался большим наплывом людей.
Больше приезжающих, соответственно, больше отказов. Частые случаи отказов во въезде в страну одиноким девушкам, особенно если у полиции была информация, что она занимается оказанием, допустим, интимных услуг. Да и вообще, если человек на территории Грузии чем-то занимался вызывающим вопросы и не совсем легальным, не нужно быть очень наивным и не стоит думать, что служба государственной безопасности этого не заметила. Полиция в Грузии хоть и не терроризирует граждан, но она существует и работает. Повторюсь, равно как и в любой другой стране. Другой вариант отказа – это люди, открыто публикующие в соцсетях свою историю посещения Абхазии, например. Чтобы было понятно, такое посещение, и этого многие недопонимают, это уголовное преступление в Грузии. Примерно то же самое, что и посещение Северного Кипра для южных киприотов. Но поскольку явление массовое и в тюрьму, естественно, всех подряд не посадишь, простым решением этого нарушения закона становится отказ во въезде в страну. Также важно отметить, что Грузии категорически невыгодно как стране становиться местом массового скопления оппозиции и политических активистов из соседних стран. Предположу, и это лично мое мнение, что это тоже одна из причин отказов во въезде. Вопрос очень наивный, но вот почему-то его задают из раза в раз. Как принято рассчитываться на любой сделке в любой стране мира? Так, наверное, должен звучать в общих чертах вопрос. Порядок расчетов определяется договором. Он, конечно, может быть и устным, этот договор, но кому потом докажешь, о чем вы договаривались, что вот именно вот так, а не иначе. Особенно в случае с полной предоплатой. Можно застраховаться, конечно, оплачивая через банк, но есть еще десяток условий, которые могут очень сильно испортить жизнь. Если из договора непонятно даже то, как вы должны рассчитываться между собой, значит, это плохой договор, и надо сделать а-та-та тому, кто его составлял. Грузия находится на той же самой планете, что и все остальные страны. Здесь действует свое собственное законодательство, но в основе его лежит, в принципе, римское право, что делает большинство правовых систем в мире, кстати, похожими между собой, но понятно, что далеко не идентичными. Более того, как в Грузии, так и в других странах мира, где я жил, приезжему всегда любят сказать: а у нас делают вот так. А у вас делают вот так, а за углом делают по-другому. И вообще давайте обсудим, что будет, если мы вот сейчас сделаем так, как вы хотите, а потом все пойдет наперекосяк. Как я себя буду вести, как вы себя будете вести. Я так обычно аргументирую на тему, как оно там у нас делается, когда мне говорят. Повторюсь, порядок взаиморасчета в Грузии может быть совершенно разным. И прописывается он в документах. Кто-то работает только по предоплате, другие даже без обязательств в виде договора. Договорные отношения здесь, в Грузии, вообще во многом очень сильно упрощены. Вплоть до того, что люди покупают дома и квартиры с помощью бланка на полстранички из юстиции. На самом деле этот бланк, он нужен для формального перехода права собственности, но он ни разу и никак вообще не регламентирует, что будет происходить в случае отклонения от идеального сценария. Если говорить о статистике, конкретно про недвижимость, с которой, допустим, я работал раньше в нескольких странах, то 8 из 10 сделок проходят хорошо. Без особых проблем. Но то, что случается на остальных двух по объему эмоций, очень сильно перекрывает положительные впечатления от первых 8. Поэтому вероятность 20% всегда будет сохраняться. Я говорю это на отрезке в несколько сотен моих собственных сделок и более 1000 сделок коллег, за которыми я наблюдал. Поэтому нормальный договор должен быть всегда. И в Грузии к этому уже многие стали стремиться. Хотя бы в части таких крупных сделок, как операции с недвижимостью. А вот этот вопрос похож на третий вопрос, но немного отличается. Прописку я в Грузии не встречал, да и не нужна она в принципе ни для чего. Если на вас зарегистрирована какая-то недвижимость, то можно пользоваться выпиской из реестра, где по кадастровому коду официальное лицо может убедиться, что это принадлежит тому, кому должно. В случае, когда человеку нужен некий физический адрес, например, при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или фирмы, поступают следующим образом. Допустим, недвижимости в собственности нет, но есть какая-то недвижимость у кого-то, и кому не жалко дать свой адрес. Этот человек просто пишет письмо о том, что не возражает предоставить свой адрес Ивану Ивановичу, и данная бумажка, нотариально заверенная, либо поданная им лично, является подтверждением адреса. На самого владельца недвижимости это особого влияния не оказывает. Как правило, адрес в юстиции или в автоинспекции просят исключительно для корреспонденции. Да и в целом прописка нужна в более тоталитарных государственных системах, где государство спит и видит, как контролировать местоположение своих граждан. А современные средства связи и анализ поискового трафика уже никому не дадут возможности спрятаться. Сложив между собой две эти мысли, можно легко понять, что прописка в Грузии особо никому не нужна.
Так, это вот уже начался блок вопросов про недвижимость. Комиссии, которые заряжают риэлторы. Честно говоря, такого бардака, который творится на рынке, допустим, батумской недвижимости в последнее время, я не видел даже в Сочи в лучшие годы, когда сам работал в этой сфере. Если в Сочи нечестную комиссию на сделки просто не выплачивали, то в Грузии маклер действительно может ни на чем заработать 6, 10, 15%. При этом не только не оказывая никаких услуг, влияющих на организацию и безопасность сделки, а вообще практически ничего не делая. Как это происходит, я писал в отдельном видео на канале, называется оно «Как дурят голову риэлторы в Батуми». Повторяться не хочу, поэтому на этом тему, в общем-то, можно закрыть для этого видео. Отдельно отмечу, что профессионалы рынка берут в среднем 3% и обычно с продавца. Лично я не отказываюсь и плачу, но у кого-то даже эта ставка угнетает. Это в целом неплохие деньги, хотя на вертолетах никто из агентов до сих пор, конечно, не летает и в Монако не отдыхает. Но в целом это даже более низкая ставка, чем в Сочи, где комиссия была, допустим, 5% фиксированная. И ниже даже, чем в Болгарии, потому что в Болгарии брали 3% с одной и с другой стороны, а итого получалось 6%. На Кипре был там еще больше бардак, поэтому там ставки совсем уже упоминать не буду, они настолько разбегались, что о них даже говорить неприлично. Вопрос про юриста. Юрист на сделке с недвижимостью должен быть, если не физически присутствовать, то хотя бы работать в команде с агентом. Он должен составить договор, заказать выписки, и для Грузии еще и опционально выступить переводчиком юстиции, потому что официальная версия договора должна быть на грузинском языке, а перевод и носит всего лишь информативную часть. То есть он должен поставить свою подпись на договоре, подтверждающую, что он прочитал ваш договор на вашем языке и прочитал на грузинском, и они соответствуют, и он несет за это ответственность. И это очень серьезная статья расходов для агента, то есть нужно не только подобрать недвижимость, убедить, что она именно нужна, но после еще и правильно сопроводить сделку, чтобы она завершилась удачно, без нервных срывов для сторон. В принципе, я считаю, что 2/3 работы совершаются по сделке уже после того, как стороны поклялись друг другу в верности и хлопнули по рукам. Отдельно юриста я на сделку в Грузии приглашал пару раз, но, в принципе, понял, что мне удобнее пользоваться агентом. Просто потому, что по стоимости самое простое сопровождение у них там начинается от $400. Это когда он должен просто вбить реквизиты в мой собственный договор. То есть я плачу там комиссию, условно говоря, агенту, потом еще отдельно нанимаю юриста, которому за $400 предоставляю свой собственный договор, который он просто заполняет реквизитами сторон. Потом я же сам еще буду искать переводчика. В общем, не знаю, мне кажется, это очень сложно. А если еще и агент на сделке присутствует, то появляется вопрос, зачем столько достойных людей собрались в одном месте и почему я каждому из них должен платить. Поэтому я для себя нашел решение брать нормального агента, и либо как продавец, если я продаю свою квартиру, тоже платить ему фиксированную комиссию, но либо если я покупаю, то в целом расслабиться и смотреть, как все делается за счет продавца. Меня в конечном счете интересует чистая сделка без каких-то нехороших последствий по конкретной цене, которая меня устроила. Если я как продавец на сделке зарабатываю 25% и больше, а в Грузии ценник за последний год сходил в среднем на 60+%, то мне 3% комиссии не жалко. Но при условии, что человек делает нормально документы, и мне не надо самому бегать, организовывать сделку, править договор, искать юриста, переводчика. В этом случае, все честно, я могу себе позволить эти расходы. К сожалению, в профессию агента по недвижимости, особенно в курортных городах, попадает большое количество случайных людей. И вот когда ты ищешь объект, обзваниваешь там объявления, естественно, ты на них периодически натыкаешься. Но это тоже нужно просто понимать. Про вид из окон – это классика. Эти правила работают везде и всегда. Если в районе идет интенсивная застройка, и рядом с домом есть частное землевладение, пустой участок или участок с милым домиком, то в ближайшее время его, скорее всего, и практически с 100% вероятностью выкупит другой застройщик и начнет там строить. И это закроет вид из окна первому дому. Нужно быть откровенно непорядочным специалистом или крайне неадекватным отделом продаж, чтобы, показывая на случайно припаркованный на соседнем участке бульдозер, на голубом глазу убеждать, что он там случайно с соседней стройки заехал, а вообще здесь еще 30 лет ничего не будет построено, у вас будет прекрасный вид навсегда. Конечно же, это не так. Но вот я говорю, совсем недавно, получается, искал себе новую квартиру, и это классика отделов продаж, маклеров. К сожалению, это очень частая история, особенно вот при удаленной покупке человека легко в этом убедить. К серьезным убыткам это не приведет, но динамику роста цены это меняет в любом случае. То есть недвижимость, которая застроена соседним домом, естественно, будет медленнее расти в цене. Поэтому единственная гарантия того, что вид из окна не изменится, это или первая линия, или панорама на 180 градусов из окна, которую физически быстро невозможно застроить, как это было, допустим, в первой моей квартире в Батуми. Видео они есть на канале.
По поводу советов по инвестициям. Это правда. Я не даю советы по инвестированию и оценку тем или иным объектам. Каждый объект недвижимости, даже самый захудалый, в какой-то момент станет чьим-то домом. Поэтому я стараюсь не давать этому оценку даже тем объектам, которые вижу, что откровенно негодные. Мне они не подходят, а кому-то это место будет долго служить верой и правдой. Моя задача – описывать рынок, а не расставлять приоритеты, кому и что покупать. Каждый выберет что-то свое. Так было не всегда, кстати. Изначально, снимая канал, я допускал некоторое оценочное мнение, как кому-то что-то советовал. Как правило, это приводит к тому, что в лучшем случае человек полностью переносит ответственность с себя на советчика. А если что-то пойдет не так, как ожидалось, еще и упрекнет в ангажированности в пользу застройщика или еще кого-то, или еще чего-то. Кстати, снимая обзоры, я не беру денег застройщиков, хотя каждый новый обзор новостроек, так или иначе, это прямая реклама, и я это понимаю. И застройщики тоже это уже спустя 5 лет понимают. Многих застройщиков отдела продаж еще на первом цикле нашего знакомства 2-3 года назад заметили, насколько им полезно рассказывать о своих стройках, и зовут меня знакомиться с их следующими объектами. Если застройщик сильно настаивает на том, что он должен мне что-то заплатить за обзор, я отвечаю, что стоимость обзора составляет 1 лари. Кстати, никто ни разу так этот лари не заплатил. Это происходит потому, что нельзя заниматься исследованием рынка, получать финансирование из источников, которые этот рынок и образовывают. Это примерно то же самое, как научные лаборатории, изучающие свойства табака на финансирование от табачных компаний. Пчелы не могут независимо оценивать мед, я так думаю. Договор. К сожалению, это очень частая история, и запросов подобного типа я получаю в WhatsApp примерно 2-3 в неделю. Я не могу судить кого-то за совершенную глупость. К сожалению, недвижимость в Батуми выглядит для многих очень привлекательной. Настолько привлекательной, что люди сначала подписывают и оплачивают договор, а потом начинают его читать и осознавать, какую сделку они совершили. Предположу, что расслабляет и снижает бдительность покупателя в такой ситуации обычно то, что человек сам нашел застройщика, сам с ним связался, и вообще он считает, что это же застройщик, он большой и красивый, что тут может пойти не так. В практике продаж в Батуми я уже знаю и о двойных продажах у застройщика, и о продажах квартир в аресте, и с обременениями, которые потом приходится подолгу снимать. Бывают случаи, когда договор не регистрируется в юстиции, а заключается вообще просто как договор физического и юридического лица, и, собственно, он лежит исключительно в столе у застройщика. Многие люди соглашаются на это, причем массово. В целом, если репутация у застройщика есть, у него существуют завершенные объекты, где люди получили право собственности, дома функционируют, это все образует вроде как историю бизнеса, когда есть повод довериться и купить заранее без полного пакета документов. Хотя и это тоже риск, на самом деле так тоже делать не нужно. Кроме того, существуют застройщики, годами не выдающие право собственности и даже близко его не обещающие, в договорах которых человек облечен бесконечным количеством обязательств, без каких-либо встречных обязательств со стороны застройщика. Но и у них продажи не стоят, благодаря мощной рекламе и активно-агрессивным продажам. Все это нужно принимать во внимание, чтобы не стать счастливым обладателем квартиры в доме, где подъезд будет доделываться силами жильцов, а стоимость квадратного метра будет расти в 2 раза медленнее, чем во всех соседних домах, из-за того, что инфраструктура будет недоделана. Поэтому единственным разумным ответом тут будет то, что нужно читать договор до его подписания оплаты, а не после. В целом, дом в Грузии строится 3-5 лет в зависимости от размера и обязательности застройщика. Опаздывают они с вводом его в эксплуатацию достаточно часто, практически всегда. А жить это, как правило, не мешает. Перед покупкой в доме, который позиционируется как «заходи и живи», нужно проверить, чтобы все коммуникации были подключены, имели счетчики от соответствующих организаций. Желательно и даже обязательно в доме должно быть ТСЖ, это товарищ собственников жилья, или управляющая компания. Все то же самое, как и в других странах. Если чего-то из этого в доме нет, то нет и гарантии, что оно появится завтра. Как следствие могут быть перебои со светом, водой, уборкой дома и так далее. Конкретно по тому вопросу, который присутствует на скриншоте, если по проекту у дома должен быть газ и его нет, мэрия не примет дом. Дом не может быть сдан, если отсутствует подключение какой-то из коммуникаций, которые есть по проекту. Пример номер 2 из этого же скриншота. Типичная ситуация для дома. Облагораживать и досдавать его могут и год, и 2. Как правило, застройщик Грузии запускает на ремонты сразу, как только это становится возможным. Те из застройщиков, кто имеет опыт на этот период, еще и не делают ремонт в подъезде, чтобы в процессе этих ремонтов не разбомбили огромным количеством отделочных материалов в сам подъезд. Главное, чтобы после основной волны ремонтов у застройщика остался энтузиазм доделать этот самый подъезд и досдать дом.
Это происходит не всегда. Именно поэтому стоит смотреть на предыдущие дома. Вообще же за 5 лет ситуация изменилась так, что раньше застройщики Батуми почти все как один продавали квартиры в состоянии черный каркас. Это означало блочные стены без штукатурки и коммуникации, подведенные до дверей жилплощади. На сегодняшний день почти все стараются сдавать в состоянии белый каркас. Хотели как лучше, но получается еще хуже. Белый каркас включает в себя разводку черновой электрики и сантехники, штукатурку стен, внутренние перегородки. Примерно то же самое я видел в Болгарии. Это называлось, если не ошибаюсь, БДС. БДСМ, да. Болгарский державный стандарт. А в России это называется чистовая отделка, по-моему. В Украине и Беларуси то же самое. Идея в том, чтобы выполнить грязные работы на одном коротком отрезке времени, а индивидуализировать квартиру каждый потом уже мог позже чистовой отделкой. А проблема тут заключается в том, что каждое жилище индивидуально, и в типовых планировках уже никто не хочет жить. Более половины квартир начинают ремонтироваться по дизайн-проекту, и все неудобные перегородки ломают и возводят заново. Провода, проложенные электриком без проекта, приходится подолгу прозванивать поштучно в поисках нужных концов. Иногда проще выдрать всю электрику и заново ее проложить. Таким образом, чаще всего типовой белый каркас от застройщиков в Батуми приходится демонтировать чуть менее чем полностью. Я уже не говорю про аккуратность и качество введение стен, ровности, все остальное, это про это вообще не говорится. И вот это все приводит к еще большему количеству грязных работ и расходов, добавляя в копилку ремонта еще и демонтаж получается. И эта ситуация тоже меняется в хорошую сторону, потому что многие застройщики, например, начали уже соглашаться делать свои белые каркасы по проекту клиентов, а уже не так, как кажется правильным начальнику бригады отделочников. Чем закончится эта трансформация рынка, пока неизвестно, но рынок важно, что он меняется так или иначе, и ситуация, в принципе, улучшается. Агенты по аренде. Агенты по аренде на самом деле зарабатывают примерно столько же, сколько агенты по продаже недвижимости. Собственно, поэтому я, честно говоря, так и не встретил ни одного, кто бы окупал себя как инвестиция. При этом их работа гораздо проще, менее ответственна, так как человек рискует при аренде меньшими суммами денег, а их комиссия, и это особенно неприятно, достигает 100% от арендной ставки за месяц. То есть, снимая квартиру по цене $1000 в месяц, я, естественно, когда арендую непонятно на какой срок. Я, может быть, через месяц съеду, может быть, эта квартира будет настолько ужасной. Но должен обязательно заплатить за первый и последний месяц, где сумма последнего месяца целиком или частично заберет себе агент. Опять же, под предлогом, что у нас так делается. У вас делается так, за углом делается по-другому. На мой взгляд, при такой комиссии проще арендовать через Airbnb или Booking. Если квартира понравится, можно договориться с хозяином о дальнейшей аренде по сниженной цене. При этом гарантом сделки будет выступать уже, получается, площадка, Airbnb, по сути. Так гораздо проще. Возможно, в будущем появятся такие же площадки, выступающие гарантами сделок и по покупке недвижимости, поскольку искусственный интеллект сейчас развивается семимильными шагами. Одним словом, арендовать недвижимость в Грузии и в ряде других мест на самом деле сегодня гораздо удобнее через площадки Airbnb и Booking. Надеюсь, надежнее, чуть дороже, да, но в целом для периода проживания до 6 месяцев выгоднее, потому что сервисы берут комиссию 15% и те же самые 100% до 6 месяцев вы получите. Если вы арендуете, грубо говоря, квартиру на месяц, то тратите на 15% всего больше, то есть комиссия составляет 15%. Если на 2 месяца 30%, но уже не 100%. И они не обязывают заключать долгосрочные контракты, то есть арендовать можно на любой период. Грузия в этом плане вообще уникальная страна. Здесь рекордное количество предложений на арендных сайтах, потому что практически все собственники жилья зарегистрированы на букинге. Это создает некоторое смущение, особенно для инвесторов, которые изучают рынок, так как им кажется, что рынок аренды переполнен. Я пробовал найти хорошее жилье по адекватной цене в сезон в Батуми в прошлом году, не очень получилось. Причина простая. Апарт-комплекс, допустим, из 5000 апартаментов дал право собственности каждому владельцу. Из них 1000 владельцев пошли на букинг и зарегистрировались как арендодатели. Получилось 1000 предложений, похожих друг на друга, как 2 капли воды. Отель с 1000 номеров, допустим, это не самый большой, в принципе, отель для соседней Турции, но занимает он всего одно место на букинге. А в Грузии такой же номерной фонд, по сути, занимает 1000 строчек выдачи. Так что место размещения в любом самом скромном туристском курорте значительно больше. Просто они выглядят гораздо компактнее. Тоже очень частый вопрос от людей, которые хотят заработать, причем быстро. В среднем рост цены от котлована до сдачи в Батуми примерно 50-70%, в зависимости от здания, если смотреть на отрезки 5 лет. Условия такого роста – это
Дом сдается, что удается не всем. Выглядит внешне прилично, что, опять же, удается далеко не всем через 5 лет. Его нормально обслуживают, с этим тоже бывают трудности, ну и так далее. Средняя доходность при стандартных покупках, которые я считал до пандемии, была около 16%. Но это уже с учетом инфляции и накладных расходов на эксплуатацию. Их нужно обязательно учитывать. Ну, тут надо еще учитывать и то, что рынок, он сам по себе неоднороден. И не только в Грузии. Допустим, в пандемию цены на недвижимость росли там на 8-12% за год, который был пандемийный. А в прошлом, после пандемийном году, ценник вырос на 50-70%. И мы не знаем будущего. И инфляция сильно различалась в эти периоды. И много еще чего в экономической модели нужно учитывать. Поэтому пусть на тему доходности каждого консультирует специально обученный агент. Это, кстати, очень важная часть их работы – обосновать экономическую целесообразность покупки. А я ограничусь лишь общими цифрами о рынке, которые я делаю для своих собственных сделок. Отмечу лишь, что планировать покупку стоит на горизонт 3-5 лет. Кстати говоря, об инфляции, которую нужно учитывать обязательно при сделках с недвижимостью, можно использовать очень необычный, но довольно интересный грузинский индекс Хачапури. Это индекс, показывающий динамику роста цен на продукты, необходимые для производства такого важного ключевого в Грузии продукта хачапури. Иногда бывает так, что вопросы мне задают в процессе прочтения договора. Это очень хорошо, что есть люди, которые читают договор с застройщиками, прежде чем их подписывать. Сразу отмечу, что это один из тех вопросов, на которые я в переписке не отвечаю. Почему? Потому что ответ этот юридического характера. Прежде чем его дать, нужно открыть договор, прочитать его, понять, свериться с парой законов. И если ответить общими фразами, то чаще всего это означает, что его возьмут, твой ответ, и будут им пользоваться в самом буквальном смысле этого слова. А реально в договоре может быть изначально совсем по-другому все прописано, просто человек вот по-своему как-то прочитал. Работа с договором – это важная составляющая работы специалиста по недвижимости, и это не 5 минут. Они за это зарплату получают, и ответственность на себя за свои консультации тоже берут. Но на этот конкретный вопрос нужно ответить, потому что он касается очень конкретной важной ситуации на рынке недвижимости. Как я уже говорил, многие застройщики в Грузии поняли, что после сдачи дома ремонтами очень быстро можно самортизировать подъезды и входную группу, и сейчас они экспериментируют с тем, как их сохранить в первозданном виде. Одним из частых условий в договоре купли-продажи стало то, что покупатель обязуется сделать окончательный ремонт не позднее, чем к определенной дате. Проблемы здесь две. Первая в том, что они сами в срок не успевают сдать дом, и дата конца ремонта становится бессмысленной, потому что на него вовремя просто не запустят. А второе заставляет человека в его же собственной квартире, за которую он заплатил приличные деньги, делать ремонт в строго оговоренный срок, но это как-то не очень правильно. А если у человека изменились обстоятельства и денег банально нет? Сумма на ремонт – это значительные расходы, которые, как и покупка квартиры, бывают у большинства людей 2-3 раза в жизни. Думаю, что этот эксперимент со сроками ремонтов заранее обречен на провал, и застройщики в массе своей будут искать другие выходы из подобных ситуаций. Например, вот очень хорошее решение сделали ребята из Гуру. В комплексе Гуру Резиденс они оставили на боковой части дома подъемный механизм, который никак не портит фасад, поэтому материал для ремонтов, не пачкая лифт, сразу доставляются на этаж и переносятся в квартиру. Тоже довольно частая ситуация. У меня часто просят контакты того или иного полезного и нужного человека. Многие из тех людей, которые появляются в видео, чем-то занимаются. Интервьюировать откровенных бездельников смысла нет. Более того, они своим профессиональным опытом делясь, создают большой материал, который может посмотреть огромное количество людей и, соответственно, знать, каким образом выполнять то или иное действие именно в Грузии. И важное дополнительное условие: со времени интервью человек не должен был испортиться. Только тогда я могу дать его контакты. К сожалению, вот такие случаи когда человек просто портился, они тоже были. Именно так я делюсь контактами своего агента по недвижимости, ремонтника, стоматолога, кто-то у меня был из налоговиков. Мне не жалко подсказать ресторан, в котором вкусные хачапури, где я сам их ем. Но что я хочу сказать, с застройщиками все иначе. Почему я не даю их контакты? Во-первых, контакт большинства застройщиков можно найти в интернете, не пользуясь мной. А во-вторых, я описываю всех участников рынка недвижимости, и большинство из людей, презентующих новостройки Батуми, я вижу один раз в жизни на съемке, и больше с ними не встречаюсь. Не каждого, то есть с кем-то я контактирую периодически, потому что они строят по много объектов. И при этом я не могу обещать, что даже те контакты, которые мои, они будут полезны всем и каждому. Все мы люди, и у каждого свои предпочтения и требования. Кто-то даже более педантичен, чем я. Единственное, в чем я уверен, это то, что все, с кем я общаюсь и кого могу рекомендовать, они работают в своей профессии не первый день. И как минимум компетентны. Для меня такая рекомендация тоже выгодна.
Объясню почему. Когда наступает мой черед пользоваться их услугами, я могу рассчитывать на хорошее к себе отношение. Где-то я пользуюсь скидками дизайнеров в полном объеме на закуп материалов. По сути, это уже третья квартира, которую я ремонтирую в Грузии. Мой собственный ремонт, он всегда впишется внеочередным по графику строительной бригады. Как раз таки благодаря тому, что я их рекомендую, они меня вставляют в свой график всегда спокойно, без каких-то там вопросов. А стоматолог, бывало, ради меня оставался после своего рабочего дня. Это, тоже серьезно такой показатель, мне кажется. Важный момент, который не понимают многие приезжие, в Грузии нет такого понятия, как конкуренция. В принципе, нормальный специалист здесь не сидит без дела. Наоборот, он перегружен работой. Я думаю, что те, кто уже побывал в Батуми, они замечают, что ты, когда приходишь к специалисту, он как-то совершенно равнодушен. Он не пытается за тебя бороться и так далее. А все нормальные специалисты, они загружены работой более чем. Тут скорее недостаток в специалистах. Если в крупных мегаполисах, таких как Москва, Киев или Минск, речь идет о борьбе за клиента, то в городах размером с Батуми борьба идет за хорошего специалиста, который будет аккуратно собирать гипсокартонную стену, а не криво, и не пить пиво на строительном объекте. Впрочем, такие проблемы были на самом деле у меня и в более крупных городах. Про заказ и доставку автомобиля в Грузию я снимал отдельное видео на канале, в том числе и о процессе его подбора на аукционах и доставке. Должна была выйти вторая часть о том, что с этим автомобилем делать после прибытия и как его обслуживать. В Грузии уникальные условия по растаможке автомобилей, цены на нее очень невысокие, калькулятор растаможки можно найти на сайте myauto.g в самом низу страницы. В результате ехать сюда на машинах из соседних стран, чтобы жить, мягко говоря, экономически нецелесообразно. Проще купить тут или заказать с аукциона такую же. Получится в 1,5-2 раза дешевле. Есть два крупных доставщика автомобилей из США, это Кавказус Авто и Lion Trans Group, и множество брокеров, которые помогают выигрывать автомобили на аукционах за небольшую комиссию. Я в свое время воспользовался такими, купил, привез и отремонтировал 2 машины, на одной из которых до сих пор езжу. Чтобы привезти машину в Грузию на свое имя, не нужно ничего, кроме действующего загранпаспорта. Также ничего не нужно для получения транзитов и дальнейшего реэкспорта, и поставить на учет в Грузии ее тоже можно по заграничному паспорту. Только в полиции потребуется еще указать какой-то адрес местный и номер телефона. Об этом я уже говорил. Реэкспорт автомобилей – очень важная часть экономики Грузии, до 10% ВВП она составляет. Основной покупатель – это близлежащие страны, в первую очередь Азербайджан и другие страны бывшего СССР. Армения, Украина, Россия. После того, как машина пришла в порт, ее нужно принять, осмотреть и понять, что новых вмятин на ней не прибавилось. Поскольку растаможка низкая, недорогая, гораздо выгоднее везти премиум марки в дорогой комплектации. По сути, получаем Mercedes за полцены. Большая часть этих машин битые. Это стандарт Америки, если не ошибаюсь, предполагает, что выстрелевшая подушка исключает ее дальнейшее использование в США. А в остальных странах ее можно заменить и дальше ездить. Но не только битые на самом деле приходят, там и самортизированные тоже. Кроме того, сами работы по восстановлению машины в Грузии дешевые. Но нужно понимать, что запчасти стоят столько же, а иногда и чуть подороже. Поэтому сильно битые машины в Грузию не везут. Это экономически невыгодно. Если только цена уж слишком сладкая, но и в этом случае берут их под разбор в основном на запчасти. Восстанавливать труп автомобиля в Грузии просто невыгодно. Наверное, есть и исключения, но логически их обосновать невозможно. Хороший вопрос. Вот все время думаю, как правильно это описать, но если честно, я всегда теряюсь в догадках, как отвечать на вопрос, хватит ли мне энной суммы для жизни в Грузии. А вдруг мне пишет принц в изгнании, ему надо содержать гарем и личный автопарк. Как тут угадаешь? То есть непонятно, какие потребности у человека, на что он тратит свои деньги. В 2020 году я прочитал книжку «Фактологичность», из которой узнал, что 90% населения Земли живут на вполне понятные суммы денег в день. От 1 до $30, если быть точным, чтобы закрывать свои потребности. Тогда же я понял, что в разные периоды моей жизни я тоже жил на совсем разные суммы денег. А еще была инфляция, и как вот это все между собой соотнести, не ошибившись вывести в единое видео, которое бы объясняло, сколько стоит жизнь в Грузии, пока слабо представляю. Главное при переезде на новое место все-таки это не та сумма, которую человек фиксирует у себя в голове как траты, а наличие источника дохода. И свои расходы целесообразно планировать именно от него. Арендовать квартиру, конечно, можно и за $1000, а можно и за 200, если поискать и не сильно задумываться над качеством жилищных условий. И в квартирах за $200 арендованных тоже люди живут. Да, это будет Махинджаури, да, это будет там
очень убитая какая-нибудь студия в каком-нибудь гестхаусе, ну, такие варианты тоже существуют все еще. Питаться можно и на $2000 в месяц, а можно покупать пури за $2 и дополнять его домашним лоббио, получится совсем недорого. Будет интересно, если в комментариях под этим видео каждый напишет, какие именно расходы он представляет базовыми, а я попробую из полученного материала собрать некое видео. Прожив в Батуми уже больше 4 лет, после того, как прошел последний ремонт вот у меня в квартире, я сделал однозначный вывод, что вентиляция в Батуми дело хорошее, но она, если и нужна, то скорее естественная, чем принудительная, и целесообразна она в квартире площадью больше 60 квадратных метров. Она обеспечивает нормальный ток воздуха, а в простой системе вентиляции приток воздуха должен осуществляться от окон. И в окнах должно быть обязательно микропроветривание на случай сильного дождя, чтобы не заливало просто в квартиру. Минус любой вентиляции в том, что даже когда внутри стоит клапан, закрывающийся в квартиру, все равно может проникать шум, а многие любят тишину. Но в целом, если прямого источника влаги или какой-то течи там, от фасада или из ванной соседа по периметру квартиры нет, а сама квартира покрашена влагостойкой краской с добавкой антиплесени, антигрибка, то есть все технологии соблюдены, то даже в условиях батумской влажности никакие посторонние микроорганизмы произрастать не будут. Шумоизоляция – это другая, не менее важная часть, не только батумских новостроек. Про это я тоже довольно часто говорил со многими квалифицированными людьми, в том числе и на камеру, в видео о ремонтах на канале. В данный момент простой и удобный материал в Батуми – это вспененный пропилен черного цвета на самоклеющейся основе. Купить его можно во многих строительных гипермаркетах, даже в той же самой Горгии. Стоит он около $7-8 за квадратный метр. Важно учесть, что шумоизоляция сильно удорожает стоимость ремонта квартиры, так как по технологии она укладывается под двойной слой гипсокартона с утеплителем. То есть такой пирог стены получается, и стоить он будет на самом деле в 2 с лишним раза дороже, чем обычная шпаклевка. Соответственно, это все очень сильно удорожает ремонт. Но зато в квартире не слышно соседей. Неосведомленному человеку может показаться, что блоки – это же камень, как они могут пропускать больше шума, чем гипсокартон. Еще как могут. Ну и отдельный плюс гипсокартона в том, что он снижает количество грязных работ, делается в 2-3 раза быстрее, и несмотря на цену в эксплуатации значительно комфортнее. Об этом я тоже уже делал несколько видео с примерами. Видео про транспорт и доставки в Грузию есть на канале. В данном случае я ответил, какой компанией пользовался и когда было нужно мне что-то привезти из Москвы. Это были запчасти. Отзывы у большинства транспортных компаний в Грузии плохие. Это потому, что хороших международных автобусов тут почти нет. Весь извоз осуществляется частниками на небольших Мерседесах Вита и аналогичных им минивенах. Естественно, пассажиры этим недовольны, и смешивается в отзывах доставка грузов и людей. Если бы я был посылкой, мягкость кресла, на котором меня привезли в Грузию, меня бы сильно не волновало. Гораздо важнее целостность упаковки. С этим вроде у Бека Тур я там за несколько раз проблем не заметил. Упаковывают они нормально. Но опять же, могло и повезти. Если кто-то пользовался и был плохой опыт, можно также написать об этом в комментариях. Понятно, что у любой компании, работающей на большую аудиторию людей, есть хорошие и плохие отзывы. Этот вопрос был как-то несусветно сформулирован, я до конца так и не понял, я понял, но гораздо позже, о чем человек пытался спросить. Смысл в чем? ВНЖ в Грузии раньше давали при покупке недвижимости на сумму до $35 тысяч. Это было примерно эквивалентно сумме 100 тысяч лари. Закон изменился, причем уже не несколько лет как. Теперь одним из оснований для ВНЖ по недвижимости, я говорил уже об этом, отвечая на один из предыдущих вопросов, минимальная сумма покупки для ВНЖ теперь уже $100 тысяч. Как это делается? Покупается квартира, на нее делается оценка сертифицированным оценщиком. Эта оценка является документом для юстиции, по которой они видят, что человек владеет недвижимостью на сумму более $100 тысяч. Я не буду рекомендовать того оценщика, которым пользовался я, он очень долго делал это по срокам. Где найти оценщика? Очень просто. Можно прийти в юстицию, у специалиста юстиции спросить, порекомендуйте, пожалуйста, он скажет. Как правило, там у них должна быть визитка. Если квартира была куплена в черном каркасе и в ней сделан ремонт, то делается то же самое. Вызывается оценщик, и его надо убедить, что ремонт сделан на сумму, которая при добавлении ее к цене черного каркаса превысит $100 тысяч. Например, для этого можно хранить чеки из магазинов и работать по договору со строительной бригадой. Ой, банковские вклады. Банковские вклады – это безумие в современном мире. Это мое оценочное мнение, но это
фактически так. Неважно, речь о Грузии или о какой-то еще стране. Инфляция в современном мире обгоняла и обгоняет ставки по вкладам всегда. Единственный способ сбережения и увеличения капитала – это его вложение во что-то, что растет в цене, и рост этот обгоняет инфляцию. Если вы положили деньги на депозит под 7%, а инфляция составила 15%, то получается прямой убыток от такого телодвижения 3% годовых. Смысла в таком никакого. Кто-то вкладывается в бизнес, кто-то в акции, кто-то в недвижимость. Каждое вложение денег имеет определенный уровень риска и пропорциональный риску уровень дохода. Недвижимость – наименее рисковый актив, который обгоняет инфляцию. Извините за этот короткий урок финансовой грамотности, просто очень сильно удивляюсь каждый раз, когда кто-то хранит деньги на вкладах. Особенно, когда эти вклады еще и пытаются из одной страны перевести в другую. Перевести деньги в Грузию, кстати, можно достаточно просто при помощи SWIFT-перевода на свой собственный счет. Банков в Грузии всего 10 или 11. Самые большие из них – это Bank of Georgia и TBC Bank. Считая иностранцам, они раньше открывали вообще просто по паспорту, сейчас меняются требования, и у них периодически из-за большого наплыва желающих, естественно, что-то какие-то новые требования появляются. Одно время в экспатских чатах стоял плач Ярославны среди пользователей Bank of Georgia как раз на тему того, что счета стали неожиданно закрывать без объяснения причин добропорядочным бюргерам. При этом при больном детальном рассмотрении добропорядочные бюргеры оказались не столь уж и добропорядочные, а занимались, как оказалось, обналичиванием криптовалюты в промышленных масштабах. В Грузии криптовалюта разрешена официально, но любой большой неконтролируемый поток средств из непонятного темного окна, типа криптобиржи, ни одному из банков не нужен. Тем более, что регулятор задает нехороший вопрос, откуда деньги. Тем более, когда конец финансового года на носу. В общем, закрывали счета по принципу «не поняли происхождение потока средств, денег было много, вывод лучше от клиента избавиться». В данный момент в Грузии работает куча полулегальных обменников криптовалюты. Они публикуют свою топорную рекламу в Инстаграме, где все выглядит прямо вот из серии «Эй, мальчик, иди к нам, мы тут меняем денежку». Естественно, они откуда-то берут огромные тонны наличности, и, естественно, они делают это из официальных банков. И банкам этот неконтролируемый поток денег, само собой, не нравится и не нужен. В общем, начал за здравие, закончил за упокой. В качестве резюме: не стоит хранить деньги на сберкнижке, она давно уже себя изжила. Банковский депозит в Грузии не сильно отличается по доходности от банковских депозитов в других странах и приводит к постепенной потере капитала, нажитого непосильным трудом. Вот хороший вопрос про налоги. Если человек купил недвижимость в Грузии и хочет ее продать, то он не платит никакого налога. Но для этого есть важные условия. Он ей должен владеть не менее 2 лет. Если же квартира или апартамент продаются раньше, чем через 2 года после вступления в право собственности, тут уже другая ситуация. Тогда за квартиру нужно заплатить налог в размере 5%, а за апартамент в размере 20%. Но не от полной стоимости продажи, а от той разницы между ценой, за которую недвижимость покупалась, и той ценой, за которую ее продали. То есть фактически только с полученного дохода, навара, прибыли, гешефта, как угодно можно назвать. Поэтому спекулировать квартирами в Грузии гораздо выгоднее, чем апартаментами. При этом вступление в право собственности очень важно. Это момент, когда человек получил полную собственность, а не предварительную. Для этого нужно смотреть в свой договор и понимать, а полный ли я собственник или будущий. Кстати, если платится рассрочка застройщику, то 100% будущий, потому что это по факту полную собственность застройщик никогда не отдаст, если он не получил полную сумму денег на счет. Когда человек является будущим собственником, он своей недвижимости не хозяин в полном смысле этого слова. Он им станет потом. Поэтому он называется будущий собственник. А пока она кому-то принадлежит, чаще всего застройщику. Будущая собственность тоже регистрируется в юстиции, чтобы, это хорошая штука, чтобы избежать двойных продаж со стороны застройщика. А если человек хочет продать ее до того, как получил полную собственность, и застройщик на это согласен, то он может это сделать часто. Но обязательно участие в сделке самого застройщика, который дает на это согласие. Кстати, ряд застройщиков, чтобы избежать спекуляций на этапе строительства со стороны частных инвесторов, уже стали запрещать перепродавать апартаменты и квартиры на этапе строительства. Вот получите полное право собственности, говорят они, тогда и продавайте. Для этого нужно, опять же, внимательно читать договор и осознавать последствия его подписания. Про налоги, да. Тоже достаточно частый вопрос. У России с Грузией нет закона об избежании двойного налогообложения, равно как и нет обмена налоговой информацией. То есть одно, условно говоря, компенсирует другое. Что это означает? Это означает в теории, что доход, получаемый на территории Грузии, если он получается, а резидентство российское сохранилось, то с него надо еще и уплатить налог в России.
Если человек стал налоговым резидентом Грузии, а доход получается из России, то с него налог платить не нужно. В этом отношении Грузия молодец, любой доход, который получается извне, налогом не облагается. Как в реальности это работает? Все приехали, зарегистрировали ИП и платят 1% налогов в Грузии. Никто никакую информацию в Россию не отправляет. Возможно, это изменится, но те, кто так делает, обычно не собираются возвращаться обратно, и это их не очень волнует. Если вы работаете на территории Грузии, то местом фактического оказания услуг и продажи товаров считается Грузия. А людей, которые бы платили налог с одного и того же дохода в два государства, я еще не встречал. Ну, может, где-то на Марсе они и живут. Начался блок вопросов про мое собственное отношение к тем запросам, что мне присылают. Примерно 3-4 раза в месяц приходит супер крутой инвестор, у которого от 100 тысяч до 100 миллионов долларов, и он просит провести ему консультацию и вообще стать его представителем и так далее. К сожалению или к счастью, для меня это не актуально. У меня есть любимая Грузия, где я живу. В любимой Грузии есть любимая работа. После любимой работы есть любимое хобби в виде канала, и всего любимого вокруг более чем достаточно. Супер крутых бизнесменов и долларовых миллионеров я стараюсь избегать. Платные консультации не провожу, потому что мне это не нужно. Ничего, кроме денег и головной боли, они дать не могут. Первое у меня уже есть, а второе мне просто не нужно. Поэтому моя огромная человеческая просьба ко всем бизнесменам и инвесторам: не нужно пытаться использовать меня в качестве своей личной армии для покорения рынка в Грузии. Я для этой цели самый неподходящий человек. Самых отчаянных это все равно не остановит, но, надеюсь, подобных запросов все-таки станет чуть поменьше. А вот в этой переписке мы не будем заострять внимание на том, что Звет и Мераб превратились в Мераба и Зураба. Важно лишь то, что человек очень хотел прислать мне денег за информацию. Опять же, это очень частое явление, денег я за это не беру. Поделиться контактами хорошего специалиста мне никогда не жалко, и не надо меня для этого финансово стимулировать. Мне будет гораздо приятнее, вот, и это важно, если, взяв какой-то контакт у меня, этому специалисту не будут звонить в 12 часов ночи, чтобы он мне при встрече на следующий день хмуро не сказал: опять от тебя по ночам звонят. Как правило, я пользуюсь людьми, которые не только компетентны, но еще и адекватные. И они очень часто по ночам спят. Это прям отдельное безумство, вот эта переписка. Поделиться им важно. Почему? Потому что такое я очень часто видел в Сочи, и получается, что это появилось и в Батуми. Данная переписка касается той студии, которую я купил и которую я продал за 10 дней буквально. Стоила она $34 тысячи. Тут вот мне на скриншоте человек предлагает альтернативный вариант. На недвижимости, на рынке недвижимости существует отдельная группа городских сумасшедших, которым кажется, что в курортном городе все квартиры завышены по цене вдвое или втрое, и надо начинать разговор с тотального демпинга, чтобы прогнуть продавца, и наконец-то он сказал настоящую цену. Настоящие цены в Грузии на вторичную недвижимость можно пойти и посмотреть на сайте myhome.g и ss.g. Там вся вторичка опубликована. Либо по запросу того или иного застройщика просто получить прайс-лист. Кстати, если у застройщика нет нормально оформленного прайс-листа, сразу стоит задуматься, как он вообще свою хозяйственную деятельность ведет и что за жилье он подстроит в итоге, если у него даже прайса нормального нету. А таких застройщиков тоже хватает. Вариантов, чтобы продавец продавал квартиру за $34 тысячи и сделал скидку на треть цены квартиры, их в природе почти нет. Я говорю, я достаточно, мне кажется, наблюдал сделок, чтобы понимать, что такое торг и вообще, где он происходит и сколько он составляет. Да, окей, 5%, 10%, это бывает, что скидывают продавцы, которым нужно срочно продать 30%. Для этого продавца, наверное, нужно вывести в лес, привязать к дереву и сильно поменять его жизненные приоритеты. Но такие люди, которые, как им кажется, успешно торгуются, они есть на любом рынке. И они годами пишут всем хозяевам квартир, делают вид, что очень экспертные, очень хорошо знают реальное положение дела, даже пытаются выхватить там свою удачу. Как правило, если такое и стрельнет, то приобретают они полный и откровеннейший неликвид, от которого хозяин уже не надеялся избавиться, и дальше перепродать такое сокровище будет уже точно некому. Почему я рассказываю про эту ситуацию? Потому что многие из тех, кто смотрит это видео, в том числе продают квартиры. И когда им пишет такой гений рынка, они начинают очень сильно смущаться, что, может быть, я не сильно понимаю, сколько это стоит, может быть, у меня действительно завышенная цена. Нет. Когда пишет человек с предложением в огромный демпинг, он рассчитывает просто на дурака. Никого из такой категории покупателей приобретение неликвида в принципе не смущает. Главное получить большую скидку. От себя я добавлю, что неликвидная квартира, она потому и называется неликвидной, что ее невозможно никому продать. Для более глубокого изучения ситуации можно посмотреть видео про мексиканцев в Сочи.
Это тоже касается моего отношения к вопросам. Под каждым видео сразу после номера моего WhatsApp указано «писать, не звонить». Мне нетрудно отвечать на вопросы о Грузии в виде коротких текстовых сообщений, но общаться голосом с совершенно разными незнакомыми людьми я зарекся. Так же, как слушать чужие голосовые сообщения, где человек растекается мыслью на 2-3 минуты и что-то жует или там еще что-то происходит. Если есть вопрос, его можно сформулировать в виде короткого текста и написать в WhatsApp. Я знаю, если ответ, и понимаю, что на меня не пытаются переложить ответственность за какое-то там свое решение из серии «хочу купить квартиру, стоит или нет», то я, в принципе, всегда отвечу. Может быть, когда-то в моей жизни случится такая ситуация, что мне потребуется источник дохода, и я буду жить на платные консультации. Но надеюсь, что этого не произойдет. Поэтому на все запросы с предложением заплатить за мой обед и кофе я стараюсь отвечать вежливым отказом. Тем не менее, я периодически встречаюсь с кем-то из подписчиков, когда понимаю, что у человека есть какая-то профессия, и мне нужна эта услуга. Так это было там с ремонтами, допустим, например. Или есть какой-то у человека интересный контент для канала, который будет полезен, опять же, большому количеству людей. Просто так пить кофе там, и радоваться тому, что заплатили за мой обед, я, в принципе, не умею, чтобы за меня платили, и, наверное, так это и останется уже. Я слишком стар, чтобы меняться. Я давно не делал интервью, но в целом, если у вас есть интересная релокация в Батуми, будет здорово превратить... Интересная история, в смысле, релокации в Батуми, будет интересно превратить ее в видео. Я не продаю недвижимость уже практически 5 лет. Видимо, нужно под каждым видео это писать. Потому что чаще всего переписка бывает не такой короткой, как на этой фотографии. Следующий вопрос, после того, что когда я отвечаю, что не продаю, а может быть, все-таки продаете, может быть, вот чуть-чуть, там, полдоговорчика буквально посмотреть. Когда это происходит раз в неделю, это, конечно, умилительно, там, забавно и приятно. Когда по 3 раза в день, это уже не так умилительно и забавно. Я покупаю квартиру, все, чем я занимаюсь на рынке недвижимости сейчас, покупаю квартиру для себя, делаю посредством дизайнера дизайн-проект, затем ремонт, потом живу в этой квартире, потом продаю. Вот это, пожалуй, то, в чем, как я участвую в рынке недвижимости. Раз в год это интересно, увлекательно. В последний раз получилось, что у меня были свободные деньги, я очень быстро и купил, перепродал студию. Как агент для чужих сделок я не выступаю. Точнее, выступаю, но там для очень ограниченного количества людей, для моих друзей. То есть это скорее общественная деятельность, чем заработок. Потому что у меня есть другие источники дохода, и они более прибыльные и менее трудоемкие, чем агентская деятельность. Против агентов по недвижимости я ничего не имею, если они компетентные. Я хорошо понимаю, что труд настоящего специалиста в этой сфере – это настоящая каторга. Без выходных там, и часов на сон, а инстаграмные картинки там, маклеров про то, как они там успешный успех достигли, к реальной работе в этой сфере не имеют вообще никакого отношения. Вот как-то так. Заключительный вопрос, он просто пришел практически в процессе работы над видео. А чем заняться в Батуми после переезда? Да чем угодно на самом деле. Предполагается, что у человека, который переезжает вообще в другое место, уже есть профессия, и он в ней делает что-то хорошо и ответственно. Если такой профессии нет, ее лучше сначала получить, а уже с ней потом куда-то переезжать. На мой взгляд, релоканты хороши еще и тем, что они изобретают кучу новых профессий на базе того, чем раньше занимались по жизни. Или осваивают что-то новое, потому что в городе, куда они переехали, такого просто нет. Вообще иммигранты – это такая гибкая прослойка общества в любой стране. Они все время что-то изобретают, и это хорошо. В Грузии нет конкуренции. Тут хороший специалист в любой сфере сегодня на расхват. Народу приезжает все больше и больше, и всем нужны какие-то сопутствующие услуги, но во многих случаях качеством повыше, чем здесь уже были изначально. От ремонта в квартирах до ухода за ногтями и массажа и так далее. Это совершенно нормальная история. При этом средний экспат имеет доход выше, чем местный житель, поэтому он и смог себе позволить такую непростую штуку, как переезд. Тут, наверное, стоит отметить, чем не надо заниматься. Не надо идти в риэлторы, если вы этим никогда не занимались. Не надо открывать ресторан, если его никогда не было. Эти идеи, они как на заказ пришли в голову еще сотни людей с аналогичным уровнем компетенции. Туркомпанию открывать без глубокого знания региона тоже глупо, и почему-то все вот это все равно делают. Не надо пытаться наладить международную торговлю из серии «повези вино в соседнюю страну». Это традиционные для Грузии ниши. До них уже все додумались, и они вполне заполнены. А вот специалисты по умному дому в Батуми днем с огнем. У меня был один, но вот уже все. Или крайне не хватает хороших лифтеров, допустим. Будьте любезны, всегда пожалуйста. Нужны в большом количестве мастера для доведения до ума текущих зданий, фасадчики, кровельщики и так далее. До 1000 профессий нужны городу, который так развивается, если задуматься. И многие из них просто нужно еще изобрести даже.
Вот такое получилось видео на основании 30 вопросов. Надеюсь, оно было полезно большому количеству людей. Большое спасибо за внимание и до встречи на море.